Привет всем! Сегодня я хочу связать для вас вот такую подошву. А, Чем эта подошва интересна? Тем, что она вяжется не по спирали, а закрывается каждый ряд. Затем я покажу вам обвязку. Здесь у меня их 3 в этой подошве. Значит, одна обвязка по центру, вторая обвязка по канту верхней стельки, третья обвязка присоединение подошвы, присоединение 2 стелек в одну подошву. Я тут вяжу из остатков пряжи вообще вот эти тапочки. И на такую подошву уходит почти моточек. От моточка остается совсем немножко. Если по весу рассматривать, то здесь на обе стельки ушло у меня 260 грамм. Вернее, на обе подошвы у меня ушло 260 грамм. И от моточка, естественно, если он весит 300-350 грамм, как заявляют производители, то должно остаться совсем чуть-чуть. Здесь в этой подошве стельки я набираю 21 воздушную петлю, вяжу трикотажной пряжей производителя Yarn Cotton. Это пряжа изнаночной нарезки хорошего качества и хорошей намотки. Мне она нравится, вяжу я ею уже очень давно. Что значит по этой подошве? Здесь 21 воздушная петля центрального набора. Подошва у меня получается 25 сантиметров длиной. Это в моем варианте. Что еще, значит, хочу сказать, показать, вернее, вяжу я подошву вот для таких тапочек. Такого вот формата тапульки. Если вы захотите на этой подошве связать такую же модель тапочек, вернее, ссылочка будет внизу в инфобоксе, и в конце видео будет ссылка на самом экране на вязание полного тапочка, то есть детали верха и дополнительное присоединение. Что еще хочу сказать по этой подошве? Стелька здесь достаточно проста. Первый и второй ряд вяжутся обычно, а в третьем ряду вывязывается уже просто мысочек. Единственное, что здесь стельки не просто зеркальные, а одна стелька вяжется по одной схеме, а вторая стелька вяжется немного со сдвигом прибавок для закруглений в носочной части немножко кпереди. Ну, схемы вы сможете найти, я ссылочки оставлю внизу в инфобоксе, в любой удобной для вас социальной сети. В постах можете посмотреть и сохранить себе схемы стелек. Вяжу я ее крючком 4,5, полностью все тапочки вяжу крючком 4,5, и у меня есть в запасе всегда крючок помельче, чтобы помогать убирать петельки, где-то протаскивать через узкие петли ниточку. То есть, в общем, таким образом. Что еще дополнение хочу сказать? Здесь при окантовке я даю 2 варианта перехода к окантовке верхней стельки. Один вариант не отрезая нить, второй вариант отрезая нить. Если не отрезаю нить, то здесь получается вот как бы небольшой такой вот косячок, скажем так. То есть нет возможности спрятать нитки так или сделать переход такой, чтобы вот такого вида не было. Если вы будете вязать одинаковой нитью, то можно избежать вот этого вида. Но все равно как бы ровности не будет. В этой модельке я
отрезала нить, делала окантовку, поэтому у меня вот как бы нет таких переходов. Здесь вот обращаю ваше внимание, выбирайте свой вариант, который вам больше нравится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не упустить новые видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, мне будет очень приятно. А теперь давайте приступим к вязанию. Растягиваю нить. Оставляю хвостик, ну, где-то примерно сантиметров 80. Длина, опять же, будет зависит от размера, который вы будете вязать. Если исходить из того, чтобы точно оставить длину хвостика, то вы можете провязать вот набор из того количества воздушных петель, из которого у вас будет состоять начальная цепочка, потом распустить и посмотреть, сколько у вас уйдет на этот хвостик на присоединение двух двух стелек в одну подошву. Я оставляю в моем случае где-то сантиметров 80. Хвостик у меня справа, нитку на палец и обычный набор первой воздушной петли. Она готова. Она уже считается рабочей петлей. И далее набираю обычным набором цепочку из 21 воздушной петли плюс 1 дополнительная петля подъема. Считаем, пересчитываем, когда вяжем, чтобы избежать распусканий и всяких разных нервных катаклизмов, да, потому что это не очень приятно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 петля, 22 воздушная петля подъема. И продолжаю первый ряд стельки столбиками без накида за крайнюю дужку. Ввожу крючок, захватываю ниточку, вытягиваю на крючке 2 петли. Опять захватываю нить и протягиваю ее через 2 петли. Это столбик без накида. И продолжаю дальше ряд столбиками без накида. Таких столбиков у меня будет 11 штук. Что здесь сказать по схеме? Вот она схема. Здесь я обозначила воздушные петли обычными кружками. Петля подъема у меня здесь вот обозначена не в ряд, да, чтобы было понятно. И далее провязываю 11 столбиков без накида. Так, тут немножечко косячок, сейчас все уберу. Значит, 11 столбиков без накида. Провязываю 11 столбиков, у меня определяет как бы середину стельки. То есть стелька разделена на носочную часть и на пяточную часть. В этом случае, в этой стельке у меня пяточная часть вяжется столбиками без накида, а носочная часть будет вязаться полустолбиками с одним накидом и столбиками с одним накидом. Далее во втором ряду я вам поясню, что такое переходные столбики и зачем они нужны. И в чем разница между их количествами, как переходными. А сейчас еще вам поясню, что знать, как рассчитать себе размер. То есть, смотрите, вообще как бы в принципе у всех плотность вязания разная, и все мы вяжем из разных нитей, производители разные, плотность тоже различная, мы любим вязать разными крючками, поэтому для того, чтобы выйти на свой размер, попробуйте связать четко по этому мастер-классу, по этому количеству, и вы уже будете точно знать, исходя из этой стельки, сколько вам нужно будет на ваш выбранный размер. То есть, если нам нужно будет увеличить длину стельки, то значит мы увеличиваем, допустим, на 2, там, на 3 петли, там вы уже смотрите по своим замерам. Большую часть, если нечетное количество, оставляю я, как правило, на пяточную часть. Меньшую часть оставляю на носочную. Если у вас поровну, значит делим пополам.
Это для увеличения в длину. Для увеличения в ширину, допустим, эта стелька рассчитана на среднюю и узкую ногу, то вместо полустолбиков с одним накидом мы можем вязать столбики с одним накидом. Да? То есть увеличивать ряд. Третий ряд будет только из столбиков без накида связан. Но чтобы увеличить ширину, собственно говоря, как и пяточной части, мы можем целый третий ряд провязать, допустим, полустолбиками с одним накидом. За счет этого у нас будет увеличиваться ширина нашей стельки. Тут, собственно говоря, все просто. Но если будут вопросы, задавайте в комментариях, я обязательно вам на них отвечу. А дальше продолжаем вязанием. И 4 столбика без накида я уже связала. Я продолжаю до... так, мне нужно связать 11 столбиков. 11 столбиков без накида готово. Далее, соответственно, схеме продолжаю полустолбиками. Полустолбик вяжется таким образом. Делаю накид на крючок. Ввожу крючок за крайнюю дужку. В этом случае захватываю нить, вытягиваю ее, на крючке 3 петли. Захватываю нить и протягиваю ее через все 3 петли сразу. Вот это полустолбик с одним накидом. Таких полустолбиков будет 9. И в конце ряда, в конце цепочки у меня останется одна последняя петелька, в которую я буду формировать носочное закругление с помощью прибавок. Так что продолжаем вязание до последней петли. 9 полустолбиков я проверила, пересчитала. Далее последняя петелька, вот она у нас. В нее мне нужно провязать 4 полустолбика с одним накидом. Провязываю 1 полустолбик, затем что делаю? Вот чтобы этот хвостик у нас не болтался и вот эта вот дырочка у нас не расширялась, потому что 4 столбика в одну петлю это все-таки большой объем. Я вот этот хвостик отвожу сзади и придерживаю пальцем к полотну для того, чтобы зацепить вот эту петлю, вот эту нитку, вот этот хвостик, и он у нас никуда не расходился. То есть теперь буду продолжать вязать рабочей нитью, как бы захватывая 2 ниточки в этой петельке. Провязываю полустолбик и хвостик немножко подтяну, чтобы нить мне не мешала. Еще один полустолбик сюда же. И еще один полустолбик. Прибавка связана. Вот такая округлость получилась. И видите, и нет большой сквозной дырки. И узор полностью, собственно говоря, не стянут. Перехожу на вторую половину первого ряда. И здесь все идет в зеркальном отображении в начале. То есть провязываю 9 полустолбиков. Первый полустолбик после закругления. Всегда обращаю внимание не потерять вот эти вот перемычки, в которые нужно продолжать вязать. Вот у нас последний столбик перед закруглением. Вот он. Он вот в эту петельку связан. И у этой петли вот выходит перемычка. Иногда, когда мы, допустим, когда вяжем сюда не 4, а 5 и более столбиков, то вот эта вот перемычка, она у нас прячется, уходит сюда. Главное ее не потерять, потому что иначе изделие будет перекошено, и мы, как правило, не досчитываемся нужного нам количества столбиков. Поэтому вот сюда, за эту перемычку, будет первый полустолбик после закругления. И продолжаю таких полустолбиков, провяжу 9 штук. 9 полустолбиков. Дальше продолжаю столбиками без накида. Также их будет 11 штук. За крайнюю перемычку провязываю столбики без накида. Их будет 11 штук. 11 столбиков провязано. Смотрю на схему. В последнюю петельку, куда я провязала 11 столбик без накида, мне нужно провязать еще 2 столбика без накида до петли подъема. То есть вот у меня последний 11 столбик провязан. Сюда же, вот в эту вот, за эту перемычку я должна буду провязать еще
2. Ввожу крючок, провязываю 1 и ввожу сюда же крючок, провязываю, вытягиваю ниточку. И сейчас я покажу, как я присоединяю второй цвет, потому что это у меня будет серединка таким цветом, а другим цветом я буду продолжать уже вязание. У меня на крючке петля от связанного столбика предпоследнего, вытянутая петля для следующего столбика. Теперь я беру другую нить, оставляю хвостик и вот этой другой нитью протягиваю, довязывая последний столбик. Хвостик оставляю, здесь ниточку, которая вязала серединку, отрезаю. И мне нужно соединить ряд. Вот это вот петля подъема, которая у нас была, одна ее дужка крайняя. Что я делаю? Немножко вытягиваю петлю, завожу крючок за перемычку, косичечку вот эту верхнюю перед, то есть после воздушной петли подъема, за обе дужки. Беру вот этот хвостик, эту петельку и вытягиваю ее с изнанки на лицевую. Расправляю здесь все. Я провяжу второй ряд и поясню, почему я так делаю. Это будет выглядеть наглядно уже. Теперь вот этот хвостик от новой нити прижимаю к изделию и просто-напросто его провяжу в следующий ряд. И мы будем начинать следующий ряд. Вот эта петелька у меня вытянута. Я просто провязываю еще одну воздушную петлю. Она на схеме обозначается вот это присоединение. И дальше воздушная петля вытянутая. И приступаю ко второму ряду. И вот у меня второй ряд. Я его продолжаю по схеме. Здесь провязываю, так, что тут у меня получается, 11 столбиков без накида до переходных полустолбиков. Все обычно. Так же, как и в первом ряду, так же, как, собственно говоря, и везде, провязываю столбики без накида. 11 столбиков. Далее. 3 полустолбика. Эти столбики переходные к дальнейшему расширению носочной части. Почему 3? Потому что я хочу сделать более сглаженный переход. Если здесь оставить один столбик, а это возможно, тут уж как вам будет нравиться, можете попробовать. Переход будет немножко более ярко выражен здесь. А я хочу, чтобы здесь у меня был более покатый переход. Поэтому я здесь провязываю 3 полустолбика с одним накидом и перехожу к столбикам с одним накидом. Столбики с одним накидом, далее их здесь по схеме у меня 6 штук. Также делаю накид, ввожу крючок за обе перемычки, вывожу петельку, на крючке 3 петли, захватываю нить, протягиваю ее через 2 петли на крючке, остается 2. Теперь опять захватываю нить и протягиваю через оставшиеся 2, на крючке 1 петля, а у меня столбик с одним накидом. Таких столбиков с одним накидом мне нужно провязать 6 штук. И я приближусь к носочному закруглению, где буду формировать его опять же с помощью прибавок. Так, провязала 5, еще 1 столбик с одним накидом. И дальше, соответствуя схеме, у меня начинаются прибавки, чтобы сформировать закругление. Прибавки будут также из столбиков с одним накидом. Это 2 столбика с одним накидом в одну перемычку мы вяжем между столбиками предыдущего ряда нижнего. И таких вот прибавок у меня здесь будет 4 штуки. То есть столбик без накида 1 провязываю за перемычку. И второй столбик сюда же за эту перемычку провязываю. И у меня получилось
прибавочка. Таких прибавок будет 4. Провязала 4 прибавки. Вот они очень хорошо видны. У меня образовалось закругление. И далее продолжаю, соответственно, схеме, также в зеркальном отображении. Провязываю 6 столбиков с одним накидом, 3 полустолбика с одним накидом. Они тоже играют роль переходных столбиков. Все по схеме. Провязала. И дальше, соответственно, схеме продолжаю столбиками без накида. Этих столбиков у меня будет так 10 штук. 10 столбиков без накида. И я приближаюсь к пяточной прибавке. Также к пяточному закруглению, вернее. Также пяточное закругление будет состоять у меня из прибавок. Я буду его формировать прибавочками. И после пяточного закругления я буду закрывать ряд. Так, еще один. Так, и перехожу к пяточному закруглению. Что у меня здесь? У меня здесь были прибавочки, петельки. Значит, я в каждую перемычку, вторая и третья перемычка, она у нас образовалась из-за протягивания петли сюда при закрытии ряда. Я провяжу по 2 столбика без накида. Соответственно, в схеме здесь первая, вторая прибавка, 2 столбика без накида. И вот сюда, вот в эту перемычку, которая образовалась при присоединении ряда, также 2 столбика без накида. И теперь буду закрывать ряд. И теперь поясню, почему вот здесь, когда я вязала первый ряд, я присоединила нить именно вот тогда, когда вытягивала петлю. Вот эту. Если бы я закрывала ряд этим же цветом, которым я им вязала, то вот эта вот галочка, она была бы вот тем цветом, который у меня был посередине. А так как я провязала уже новым цветом, у меня здесь сейчас закроется рисунок, и оформление будет более четким, скажем так. Значит, в перемычку последнюю я провязала 2 столбика без накида, и теперь мне нужно соединить ряд. Действую таким же образом. Вытягиваю немножко петлю. Вот у меня вытянутая петля от предыдущего ряда. Я беру верхнюю перемычку, вот эту вот косичку, которая образовалась, и подтяну немножко ниточку и вытащу петлю на лицевую сторону. Здесь подтяну. Ряд сформирован. Вот эта петелька вытянутая, она на схеме обозначена крестиком у меня здесь, то есть ряд закрыт. И вот эта вот вытянутая петля с еще одной воздушной петлей. Все, перешла на третий ряд. Продолжаю третий ряд. В третьем ряду в основном столбики без накида присутствуют. Единственное, что, чтобы нам вытянуть немножко мысочек на носочной части, я здесь провязываю полустолбиками с одним накидом. После вытянутой петли воздушной мне нужно провязать 19 столбиков без накида. Но, значит, можно посмотреть по схеме, что первая прибавочка для закругления носочного у нас будет между последним столбиком нижнего ряда с одним накидом и прибавкой. Мы можем посмотреть на наш рисунок. Вот у нас прибавочка. Вот у нас столбик. И чтобы лишний раз не считать вот эти петли, кому сложно ориентироваться по рисунку, можно вставить маркер. И вот до этого места, подразумевая, что здесь у нас уже будет прибавка для формирования закругления, мы вяжем всю эту часть столбиками без накида. Я продолжаю вязать. И вы вместе со мной.
В моем случае здесь у меня 19 столбиков без накида. Продолжаю вязание до первой прибавки. И дальше у меня, соответственно, в схеме у меня идет прибавочка. Я дошла до этого места. Провязываю прибавку из 2 столбиков без накида. Далее провязываю прибавку из 2 полустолбиков с одним накидом. Следующая прибавка у меня идет из полустолбика и столбика без накида. Тоже в одну перемычку оба столбика. Далее прибавка из столбиков без накида. Далее 1 столбик без накида. Прибавочка из столбиков без накида. Далее 1 столбик без накида. И еще одна прибавка из столбиков без накида. Вот такая форма получается. Продолжаю вязать столбиками без накида до пяточного закругления. В моем случае таких столбиков у меня будет 20 штук. 20 столбиков готовы. Я перехожу к пяточному закруглению и к закрытию ряда. Здесь мне нужно будет провязать также прибавки, так же как и в носочной части, прибавка и 1 столбик без накида. То есть я провязываю вот таких комплексов: прибавка и столбика без накида и столбик без накида 3 штуки. Ввожу крючок, провязываю столбик без накида, второй сюда же. Далее в следующую перемычку 1 столбик без накида. В следующую перемычку 2 столбика без накида. И еще один такой. Так, что у меня тут? 2, 1 столбик без накида. И еще один такой комплекс. То есть 2 столбика без накида и 1 столбик в перемычку петли, которой мы соединяли ряд. Ввожу крючок, столбик без накида. И теперь мне нужно соединить ряд. Подошла к концу 3-го ряда, и здесь я буду делать обвязку по канту верхней стельки этим же цветом. Если вы будете делать разными цветами обвязку, то мы закрываем вот эту петлю, делая фальш петлю. Я покажу это далее. В этом случае, если я буду продолжать обвязку этим же цветом, я, собственно говоря, делаю точно так же. Вытягиваю нить на лицевую, беру рабочую нить и продолжаю соединительными столбиками, образуя такой так называемый тамбурный шов, делать обвязку вокруг стельки, по канту стельки. Что здесь? Не рекомендую затягивать. Столбики должны быть свободные, вот эти соединительные, но не расхлябанные. Здесь потому что будет еще одна обвязка вокруг них, и они должны сохранять некоторый объем, чтобы не были сильно стянуты. Так что я вот, вытягивая ниточку, которая образует петельку, чуть-чуть ее подтягиваю и дальше провязываю до конца. Вот так. Встретимся на начале обвязки. Провязала по канту. Получается вот такой вот
ровненькое уплотнение по кантику. И здесь у меня остается вот эта вот перемычка петли, которую мы вытягивали для закрытия ряда. Одна она остается. И сейчас вы обрезаете нить. У меня она уже закончилась. И формирую фальш-петлю. Вот нам нужно здесь сделать петельку, образовать. Значит, я завожу крючок под перемычки первой петли, захватываю нить, вывожу ее на сторону крючка, и теперь мне нужно ее вернуть вот сюда. С изнанки ввожу крючок в серединку петельки, захватываю нить и вывожу ее наизнанку, подтягиваю. Таким образом сделала первую обвязку. Если не будете делать, я покажу следующим способом. В случае отрезаю хвостик. Так, отрезаю хвостик, вытягиваю нить и закрываю ряд. Теперь в этом случае я закрываю ряд таким образом. Мне нужно соединить, чтобы у меня здесь была красивая такая же петелька сохранена. Вот у меня петля подъема, вот ее шляпка. Я с изнаночной стороны ввожу крючок у шляпки петли подъема за 2 перемычки, захватываю хвостик и вытягиваю его на изнаночную сторону. Теперь мне нужно этот хвостик вернуть вот сюда, в это начало, откуда я его вытащила. Я переворачиваю свою стельку, смотрю, вот косичка, вот это вот изнаночная перемычка столбика, чья косичка здесь, ввожу крючок за изнаночную перемычку в середину вот этой косички, куда мне нужно вернуть ниточку, захватываю хвостик и протягиваю. Сформировала петлю, подтягиваю, выравниваю, оформляю форму нормальную, чтобы по длине здесь все было аккуратно. И вот мой хвостик здесь торчит. Я его просто дополнительно закреплю за изнаночные перемычки, потому что по этой косичке я буду вязать окантовку. И чтобы эта петля у нас не вылезла, не ослабла, я просто дополнительно ее закреплю по задней стенке. Эти хвостики можно не крепить, они у нас все с присоединением 2 стелек в подошву будут закрыты, никуда не выскочат. Вот такая стелька получилась. Левая стелечка. Сейчас перейдем к правой. У правой стельки срединная часть такая же, как и у левой. Будем вязать. В правой стельке есть небольшой нюансик. Она, в принципе, технологичная и по количеству столбиков, и по их виду схожа с левой. Но здесь есть небольшой нюанс. Я ее чуть-чуть сдвинула. То есть здесь есть сдвиг по схеме. А мысочек у нас, соответственно, будет как бы на правую ножку. В итоге здесь мне нужно будет в начале ряда провязать 10 столбиков без накида, не учитывая петлю подъема, которая у нас была соединительной петлей. 10 столбиков я провязала, и далее также продолжаю 3 полустолбика с одним накидом и приближаюсь к носочному закруглению столбиками с одним накидом. Их тоже, как и в левой стельке, будет 6 штук. Но здесь получаются сдвинутые прибавки носочные. Их также будет 4 штуки для закругления, но они немного сдвинуты здесь на схеме. То есть я провязала 5-6 столбиков с одним накидом
И далее вяжу прибавки. Их будет 4 штуки, так же как и в левой стельке, но они сдвинуты на одну петлю вперед. 4 прибавочки. Дальше продолжаю столбиками с одним накидом, их будет 6, и 3 переходных полустолбика. Продолжаю второй ряд правой стельки точно так же, как и у левой. Столбики без накида и пяточное закругление и соединение петли. Встретимся на начале третьего ряда. Третий ряд вяжется по той же схеме, в принципе, как и третий ряд левой стельки, только за счет смещения прибавок наших носочных. Здесь тоже идет смещение и идет зеркальный разворот. То есть это у меня правая стелька, и, соответственно, мысочек у меня будет здесь вот на схеме с левой стороны. Количество столбиков без накида 19, без учета вытянутой петли. То есть я провязываю до носочных прибавок для закругления 19 столбиков без накида. Не забываю провязать воздушную петлю после того, как у меня здесь образовалась вытянутая петелька, и продолжаю уже столбиками без накида. 19 столбиков без накида. Дальше, соответственно, схеме я делаю прибавку из 2 столбиков и без накида в одну перемычку, и за ней обычный столбик без накида, 1 за перемычку, то есть 2 столбика в одну перемычку прибавка и 1 столбик. Повторяю еще раз: 2 столбика прибавка и 1 столбик. Далее смотрю еще одну прибавку из столбиков без накида, и следующую прибавку делаю уже из 2 столбиков разных. Это столбик без накида и полустолбик с одним накидом. Далее прибавка из 2 полустолбиков с одним накидом. И прибавка из столбиков без накида. Закругление готово, мысочек образовался. И продолжаю дальше правую стельку точно так же, как и левую, и делаю закругление и закрываю ряд. Стелечка будет готова. Я связала левую и правую стельки. Обе стельки обвязываю по канту, делаю обвязку. И теперь мне нужно связать еще одну правую и еще одну левую. В итоге должно быть 4 стельки, 2 левых и 2 правых. И мы будем их соединять. Обращаю внимание на тот момент, что круговую обвязку по канту я делаю только на той стельке, которая у меня будет к стопе, к ножке. На нижней стельке такую обвязку я не делаю. Сначала я буду соединять стельки посередине. Для этого я оставляла хвостик перед вязанием начальной цепочки. Соединяем стельки изнанками. Одна сторона, в моем случае, это будет сторона к полу темнее, эта сторона будет кверху. Что я делаю? Вот у меня хвостик. Я этот хвостик вывожу на вторую стельку, где хвостика у меня нет, на лицевую. И теперь буду соединять таким образом, что
у меня косичка, образующаяся, я буду соединять таким же тамбурным швом или соединительными столбиками, как я делала вот эту обвязку. И я буду соединять так, что вот эта косичка у меня будет лежать на нижней, то есть той стельке, которая будет касаться пола. Ввожу крючок в серединку. Вот есть первая у нас дырочка, там, где мы делали носочные прибавки для закругления. Ввожу крючок сюда. Далее вывожу крючок через вторую стельку, также на лицо. Захватываю вот эту нить крючком и вывожу ее на ту сторону, откуда я заводила крючок. И теперь моя задача в каждый вот этот вот перехлест воздушных петель начальной косички, который у нас образовался за счет того, что мы столбики вязали по разные стороны за разные перемычки, на одной стельке и, соответственно, на другой противоположной я буду соединять. Ввожу крючок на первой стельке вот сюда, вот в первый перекрест, переворачиваю и смотрю соответствующий перекрест на другой стельке. Вот он. Захватываю нить и вытягиваю ее через две вот эти стельки и через петельку, которая была у меня на крючке. Первая петля готова. Тут тоже не рекомендую очень сильно затягивать, но это мне не нравится, как смотрится, когда середина сплюснута. Опять в следующий перекрест вот сюда ввожу крючок, на противоположной стельке точно так же. Вот он, этот перекрест, вывожу крючок, захватываю нить и провожу ее на первую стельку, вытягивая петельку, продолжаю так до конца вот этой воздушной цепочки, которую мы набирали для вязания стельки. У меня осталась последняя центральная пяточная дырочка вот здесь вот. Все эти ниточки, хвостики можно пока в сторону убрать. И последняя на противоположной стельке. Вот. Я захватываю нить. Ой, тут забыла. Петелька, ввожу крючок в одной стельке, ввожу крючок в другой стельке, захватываю нить и вытягиваю ее, обрезая ниточку. И вывожу хвостик вот этот образовавшийся, да что, на внутреннюю поверхность стелек. Все, соединение готово. И вот эти хвостики, которые у нас остаются, я просто-напросто увожу вдоль, чтобы они нигде не мешали. И буду соединять, продолжать соединение дальше уже по канту, по стелечке. Начинаю обвязку. Что здесь важно? Растянуть, расправить все края у стелечек для того, чтобы не было перекоса при присоединении. То есть косичка окантовочная у одной стельки должна быть вровень с косичкой окантовочной у другой стельки. Все распрямляю, иначе будет, если присоединим криво, то есть будет какое-то смещение, то стелька будет деформирована. Все распрямляю.
Вот, присоединяю стелька к стель, ой, косичка к косичке. Здесь у меня будет, чтобы было все ровненько. Начинаю присоединять не с пяточной части, обычно сдвигаю, поэтому здесь сопоставляю вот эти вот косички и начинаю немножко сбоку. Вот отсюда. Вот у меня 2 косички присоединенные. Не присоединенные, а друг на друга симметрично расположены. И начинаю я присоединять так. Завожу крючок за крайнюю дужку, то есть ту дужку, которая у меня идет ближе к верхней стельке. Ввожу крючок за нее. Теперь вот изнаночные стежки от косички окантовочной по верхней стельке я ввожу за стенку изнаночной вот этой перемычки, беру ниточку и начинаю присоединение. Вывожу петельку, хвостик оставляю и дальше продолжаю соединительными столбиками, то есть за крайнюю дужку нижней стельки, затем ввожу в изнаночную перемычку верхней стельки, протягиваю нить и вытягиваю петельку на лицо. Чуть-чуть подтягиваю, чтобы не было сильно затянуто. То есть у меня получаются петельки свободные. Вытаскиваю, чуток подтягиваю. Важно тоже, чтобы петли были все одинаковые, чтобы эстетически красиво выглядело изделие. И таким образом продолжаю до конца, до начала, где мы начали свое присоединение. Вот так. Вот такой вид. Продолжаем. Я провязала соединение. Вот такая вот подошва у меня получается. И у меня осталась последняя петелька. Ввожу крючок. Здесь крайняя перемычка изнаночная. И вытягиваю нить. Вытягиваю ниточку, обрезаю ее. Обрезаю нить. И теперь вот у меня первая петля. Мне нужно сделать фальш-петлю и закрыть здесь ряд. Ввожу крючок со стороны за обе перемычки. Беру хвостик, протягиваю его. И теперь мне этот хвостик рабочий нужно вернуть в эту же петельку. Здесь с изнанки ввожу крючок за перемычки, которые использовала. Вывожу в серединку петельки и вытягиваю на сторону. Подтянула, расправила и одну и вторую петлю. И теперь здесь я делаю так. Мне нужно вот здесь вот закрыть вот этот промежуток, чтобы был такой вот аккуратный рубчик. Я беру один хвостик и через, лучше на этой тогда, через стельку вывожу крючок на за ту перемычку, где у меня торчит другой хвостик. И вытягиваю на стельку, через стельку.
Рубчик получился. Теперь, чтобы здесь вот немножечко исправить красоту, скажем так, навести, я вот этот хвостик уведу вот сюда. То есть ввожу крючок между рубчиками, вывожу сюда. Вот у меня получился вот такой вот неприметный, не очень приметное соединение. Да, когда цветными мы делаем разными нитками, тогда это может как-то выглядеть не очень красиво, поэтому тут надо постараться. А если делаем одним цветом, то, собственно говоря, бросаться в глаза уже не будет неровность цветовая. Убираю хвостики, подошву. В принципе, тут уже достаточно. Можно будет обрезать и расправить подошву. Вот такая подошва у меня готова. У вас, думаю, тоже. Она очень плотная. Мне нравится вот такая окантовка цветовая. И еще почему? Потому что здесь, когда мы вяжем за крайнюю дужку у стелечки, выводим окантовочную косичку, у меня получается немножко как бы нижняя подошва, нижняя часть подошвы, она немножко расширена. И за счет того, что я, допустим, буду делать здесь еще одну обвязку и пришивать деталь верха, у меня стелька вот эта, она немножко тоже расширится и подошва будет уже на уровне, то есть не будет такого диссонанса, что нижняя подошва уйдет куда-нибудь вниз, а верхняя часть будет расширена. Иногда это смотрится не очень красиво, поэтому я вот использую именно такой метод обвязки. Вот, собственно говоря, и все.